Друзья, всем привет! Сегодня у меня для вас приглашение в новую игру-авантюру, которую я назвала «Уютный носочек». Сейчас вот здесь вот на экране я напишу тег нашего проекта. Это если вы участница-блогер и хотите снимать видео, тогда вы можете использовать этот общий тег, который в принципе подходит и для Дзена, и для Ютуба, и для других социальных сетей, в том числе Telegram. Суть данного проекта, данной игры. У каждой вязалочки есть какие-то остатки пряжи, которые вот лежат, и вы не знаете, куда их применить. Давайте свяжем носочки. То есть сейчас на пике популярности вязание носков из носочной пряжи, и я так думаю, что остатки скапливаются у каждой вязальщицы. Вот. Но также можно вязать носочки не обязательно из носочной пряжи, можно просто из какой-то другой, там шерстяной, полушерстяной, даже кто-то вяжет из акрила. В общем, любая пряжа, которая только вот у вас есть, и вы хотите связать из нее носки. Таких проектов на Ютубе, на Дзене, вообще в интернете много. Я в одном проекте участвовала, и вот такие носочки у меня из остатков связались. И возникла у меня идея, что я хочу такой же проект для своих подруг, вязалочек, для подписчиков, вообще для друзей моих друзей, для вязалочек моих вязалочек. В общем, для всех, кто хочет повязать вместе со мной такие вот носочки из остатков, пожалуйста, слушайте приглашение. Я тут кратенько расскажу об условиях. Вот. Мы берем 10 моточков остаточков, вот совершенно любых. Я принесла, ну так просто взяла, которые у меня вот есть в остатках нитки. То есть вы выбираете свои носочные, не носочные. В общем, все, какие у вас есть. У меня вот даже вот такая баночка есть с остатками. То есть вы выбираете 10 моточков, раскладываете их на какой-то поверхности, ну, в любой последовательности, которую вы хотите. Вот, как вам нравится, как вам по фэн-шую удобнее. Ну, скажем так, вот здесь вот здесь вот 10 моточков, да. Ну, я просто взяла не именно вот из них я буду вязать, я просто вам для примера. Вам нужно пронумеровать каждый моточек. То есть, как вы это делаете? Можете разрезать бумажки, ну, на 10 таких вот частей. И подписать номерки. Например, номер 1, номер 2, номер 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И вы можете использовать еще, например, вот основной цвет. Основной цвет у вас может быть, например, самым большим мотком. Например, вот пишите так: основной. Нет, не основной. Пишите дополнительный цвет. Вот, не основной, а дополнительный. Дополнительный. Ну, пишите красивенько. Это я так сейчас. То есть вот вместо трех вот дополнительный. И вот этот вот у нас будет, пусть видно его на экране, нет, будет вот этот вот троечкой. Вот, в общем, вы делаете такую фотографию, отправляете в чат. Ссылку на чат я потом добавлю в описании к этому видео и в первое закрепленный комментарий. То есть перейдете, добавитесь, и там у нас будет в чате общение. Позже я расскажу. Вот. Также имейте в виду, что если вы хотите связать мужские носки, то, соответственно, вот какие-то, если ваш мужчина не носит вот такие вот всякие розовые, ярко-желтые, вот какие-то такие цвета, то выбирайте свой набор из каких-то более таких сдержанных по цвету моточки.
Вот. И, соответственно, также, если вы вяжете женские, то, конечно, чтобы они как бы, ну, не были слишком мрачными. Если детские, то пусть они будут яркими. То есть сами определяете свой набор. То есть если у вас мало моточков, да, вот у вас нету наборчика из 10 остатков, да, то вы можете, например, вот так сделать. То есть вот этот цвет у вас будет номером 1 и номером 2, да. Например, вот это вот у вас будет номером 4 и номером 7. То есть можете задваивать, да. Например, вот этого нету, но есть у вас вот такой цвет. И он будет у вас 6, 8 и 9. То есть, ну, вот как-то так вот можно комбинировать тоже, задваивать, если у вас нету маленьких остатков. Специально отматывать маленькие моточки от больших клубочков тоже не надо. Если хотите повязать с нами носочки, вот такие вот, да, разноцветные, но у вас нету маленьких клубков, вы можете вот так же вот положить большие остатки, большие свои мотки и вязать из больших мотков. Для выбора цвета, каким мы будем вязать, я буду использовать мешочек, в котором у меня будут просто бумажки. И я буду тянуть эти бумажки из мешочка. И какой, значит, номер выпадает? Вот выпал номер 2. У нас номер 2 это вот такой цвет. Ну, у меня именно. И я буду начинать свой носок именно вот этим цветом, да. Вот так вот я вязала свой вот этот носок. То есть у меня выпал вот этот цвет, я им связала резинку. Дальше у меня выпадали другие цвета, и я вязала другим цветом. Вяжем одну пару носков за одну игру. Свой набор пронумеровали заранее, делаем фото набора, выкладываем фотографию в чат. Я вытаскиваю номер цвета, смотрю, что под этим номером у меня, вы смотрите, что под этим номером у вас, и начинаете вязать ваши носочки. Вы можете вязать сразу параллельно 2 носка, чтобы как бы, ну, одинаково, да, чтобы они у вас были. Можете связать один носок, потом связать второй носок. То есть можете вязать на чулочных спицах, можете вязать способом Magic Loop, можете вязать вот на одной леске одновременно 2 носка, можете вязать крючком. То есть как вы хотите, так и вяжите. Главное, чтобы к окончанию вот этого первого носка у вас была связана парочка. Вот. Ну и дальше. Я вытащила цвет, посмотрели, какой это моточек, и вяжем начало носка. Новый цвет я буду вытягивать через 1 день. И это коротенькое видео о том, как я вытягиваю номерок, я буду показывать в чате. Такое коротенькое, да, оно будет. Я буду закреплять его в чате, чтобы уведомление приходило всем участницам. В общем, будете смотреть через день, какой цвет выпал, и таким цветом будете продолжать. Начинаем с 20 мая. То есть те девочки, которые вот сегодня-завтра увидят, уже будут знать. Зовите своих подружек в чатах, на ютубе, в дзене, в общем, всех-всех-всех, блогеров, не блогеров, все, кто любит вязать носочки, все, кто хочет повязать носочки в дружной компании, кто хочет извязать остаточки. В общем, начинаем 20 мая. Дальше можно постепенно к нам присоединяться. Не обязательно, что если вы опоздали 20 мая, то не участвуете. Можете присоединяться и вязать. Так что первый моточек, первый цвет я тяну 20 мая. Следующий цвет, второй, будет 22 мая. Третий цвет 24 мая. Четвертый цвет 26 мая. Пятый цвет 28 мая. Шестой цвет 30 мая. Седьмой цвет 1 июня. Восьмой цвет 3 июня.
Вы спросите, почему 8 цветов, а мы положили 10 цветов? Ну, чтобы была вот такая загадка-авантюра. То есть вяжем именно из 8. И мы не знаем, какой из этих 10 моточков у нас будет, скажем так, 8. Вот, повторюсь, всего 8 цветов вы должны распределить на свой этот носок. Вяжем одну пару в месяц. То есть начинаем с 20 мая и до 20 июня вяжем носки. Выкладываете в чат промежуточные свои какие-то там фотографии и готовую работу. К 20 июня все готовые работы я забираю и монтирую свое видео. То есть я буду монтировать видео про свои носки, которые я связала вместе с вами, и буду делиться вашими носочками для всех своих подписчиков на ютубе, в дзене, в телеграме. То есть где-то до 20 июня мы вяжем, и где-то с 20 по 30 я собираю фотографии готовых носочков и монтирую видео. Те девочки, которые, например, начинали вязать 2 носка, то есть вот разные проекты у них сразу идут, да, то есть у них 2 набора ниточек, 2 пары они вяжут. То есть если вы успели связать только одну, то, ну, соответственно, в видео попадет только 1 пара. Ну, вторую пару вы тоже можете довязывать, и как бы это не запрещено. Как распределить вот цвета, которые мы вот добавили в наш набор? То есть вот резинка я вяжу, я расскажу о своих носках. Резинку я вяжу 15 рядов. То есть, соответственно, резинку можно вязать либо дополнительным цветом, то есть, который у вас вот самый большой, да, моток вот дополнительный. Берете его, вяжете резинку. Им же можно вязать пятку и им же можно вязать мысок. Вот. Но если у вас нету дополнительного мотка, у вас просто моточки, клубочки, остаточки, вы можете, например, вязать так. На своем примере расскажу. 15 рядов резинки одним цветом. Дальше у нас идет поголенок 40 рядов. То есть сюда используем выбранный второй цвет. Сюда третий цвет. Пятку вяжем 4 цветом, клин подъема вяжем 5 цветом, стопу тоже берем на стопу 2 цвета, 6 и 7 цвет, и мысок закрываем 8 цветом. Если у вас так совсем не получается, то есть у вас какие-то вот, например, вот такие, да, остатки, и вы тоже хотите его ввязать сюда, ради бога, связывайте. Но просто имейте в виду, что весь носок мы должны связать именно, используя 8 цветов. То есть мы не берем сюда 9 и 10 цвет, которые у нас не выпали. Если у вас закончились ваши ниточки, да, и вы связали, скажем так, вот до половины стопы, каким цветом вам закончить? Можете закончить вот симметрично тому, как вы вязали вот здесь выше. То есть закончилась у вас вот на этой коричневой, но у вас еще есть вот эти цвета. Начинаете вязать, например, ну, идея такая, серый, потом голубой, потом вот оранжевый, вот, ну, вот это вот эти мотки сюда и вот этот. То есть комбинируйте как хотите, но именно 8 цветов. Так, ну и как я сказала, такая идея вязания носков из остатков не новая. В ютубе, дзене и вообще везде-везде на просторах интернета такие игры, авантюры есть. Я вот, в общем, решила извязать свои остатки и решила позвать всех своих друзей-вязалочек, друзей друзей моих друзей. В общем, давайте вязать вместе. Если я что-то не сказала или что-то вообще непонятно в моем объяснении в сумбурном,
Вот, пишите в чате, в Телеграме у нас. Ссылка в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну и также я сказала, если не успели связать свою пару, то можно наверстать позже. Но видео месяца эти запоздалые носочки, ну, уже, конечно, не попадут. Так что старайтесь, рассчитывайте свои силы, потому что я знаю, что девочки участвуют во многих совместных проектах, и хочется поучаствовать везде, везде все успеть. То есть рассчитывайте свои силы. Вот. Приглашаются все любительницы, блогеры, не блогеры. В чате делимся фотоотчетами промежуточных этапов, готовых носочков. Я в конце месяца публикую видео, делюсь ссылками. Ну и, в общем, если у вас будет желание, переходите ко мне потом на канал и смотрите, какие носки связала я. И смотрите, как я показала все носочки всех участниц. Вот, так что давайте вязать носочки, используя остатки ниточек. Хватит им уже лежать в ваших закромах, коробочках, всяких корзиночках. Носочки нужны всем и всегда. Даже если у нас уже на пороге лето, все равно носки нужны. На дачу ездите, на природу, на шашлыки, в огороды, рыбалка. В общем, везде всем, женщинам, мужчинам, детям, бабушкам, дедушкам, в общем, всем-всем-всем на подарки носки всегда нужны. И даже вот такие вот интересные. Вначале я, когда их связала, я думала, куда я их одену? А вообще носки мужские. Куда их оденет мой муж? Ну нет, оденет и будет носить, и будет радоваться. Вот такие вот веселенькие, позитивные из остаточков. Остатки лежали, и, в общем, вот они теперь будут в носках. Так что присоединяйтесь, зовите подруг, давайте вязать вместе. Ссылка в описании и в первом закрепленном комментарии. Ставьте лайк, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. В общем, давайте общаться. Жду вас всех в чате. Пока-пока.